Смерть девушки Кансубёк, игрока под номером 67, буквально перед началом финальной игры произвела самый колоссальный эффект на сознание зрителя и сердца всех полюбивших ее фанатов. Данная героиня буквально за считанные дни после выхода сериала стала самой однозначной любимицей миллиона зрителей, о чем нам может сказать и Инстаграм, включая самого меня. И вот, роковое ранение в живот, а после жалкий поступок Санву, который был ослеплен жаждой победы, очень грустным и до чего ужасным образом, выводит данную девушку из игры, не давая ей шанса исполнить заветную мечту. Вернуть маму, забрать брата из приюта и купить дом. Сцена с ее последними секундами жизни является одной из самых душераздирающих сцен данного сериала, а если судить по моим меркам, то самой из самых, в силу моей эмпатии к данному герою. И дело совсем не в ее внешности и образе, совсем нет. Данная любовь к персонажу в первую очередь базируется на ее сюжетной линии, грустной истории и горьком финале. Ведь ее брат больше ее не увидит. Начиная с 8-го эпизода сериала, данного персонажа теперь больше не существует, и об этом знает только наш главный герой. Согласитесь, мысль о том, что ее младший брат будет все это время ждать Субёк, поистине ужасная. Только Сан Ги Хун знает, что случилось на самом деле, и что его сестра не вернется. Такое довольно грустное вступление подводило нас к интересному новому слуху о участии данной героини во втором сезоне сериала и теории о том, каким образом ей удастся там оказаться. Но для начала мне бы хотелось попросить вас подписаться на канал. Сейчас я намерен расширять свой контент, делать видео по разным сериалам и фильмам, так что я надеюсь на понимание и помощь в развитии. Итак, совсем на днях в сети появились новые слухи о возможном участии девушки Кансубёк во втором сезоне сериала «Игры в кальмара». Мол, ее роль уже утвердили, а значит, она там точно появится. Но только давайте не забывать, что она погибла, а значит, в качестве живого игрока или просто героя она не появится. Конечно, если автор каким-то образом ее не воскресит, что в принципе невозможно, если опираться на все ее полученные раны. Но давайте не забывать, что помимо ее живого участия, она все-таки может появиться в новом сезоне, а именно в качестве каких-то флешбеков ее жизни или того же приквела. Думаю, всем бы было интересно узнать больше подробностей о ее жизни, включая детство и истории побега из Северной Кореи в Южную. И думаю, данный способ ее возвращения при помощи флешбеков будет самым правильным и рациональным для данного сериала и его сюжета. Но вместе с этим слухом в сети появилось также много теорий о том, что Кансубёк жива и каким образом ей удалось выжить. Сразу скажу, что хоть мне и хотелось бы увидеть ее живой, в полном здравии и рассвете сил, но мое разумное мышление говорит мне нет. Ведь если автор воскресит данного героя, то весь сериал превратится в сплошной фан-сервис и не пойми что. Так делать все же не надо, если мы не хотим испортить это произведение. Однако даже так, в сети гуляет много теорий о том, каким образом ей удалось выжить. И одной из них, думаю, будет самое логичное, является то, что ее могли спасти. Правда, не знаю как с дыркой в животе и в горле, но ее спасли. Для чего и с какой целью мы с вами сказать не можем, и думаю, после этого факта правдивость данной теории рушится в щепки. Даже если бы было возможно спасти Кансубёк, то эти действия были бы неоправданы со стороны сюжета и амбиций героев. Но с какой целью и почему ее спасут, а остальных 453 игроков нет? Чем они отличаются от нее? Правильно, каких-то важных причин для воскрешения и спасения у нее нет, а значит, данного героя точно не могли спасти. Следующей теорией является то, что нам не показали, кто находится в коробочке перед тем, как отправить ее в печь. И все это может значить только то, что есть вероятность, что ее тело подменили, а девушку спасли. И вот опять 25. Акцент в этой теории делается на том, что нам не показали тело Кансубёк перед тем, как отправить его отдыхать, из чего следует, что возможно это было сделано специально, и настоящее тело сейчас лежит и лечится. Противоречивость этой теории вы можете понять сами, а все причины не спасать эту девушку я уже озвучил ранее. На самом деле можно долго говорить и строить теории о том, что ее могли спасти, однако все мы с вами должны понимать, что даже при желании сделать это, ее спасение в силу полученных ран было бы невозможно. И если данную актрису все-таки утвердят на роли во втором сезоне, то скорее всего она появится лишь в моментах с флешбеками, но не как в качестве живого персонажа. И я уже сделал видео, посвященное второму сезону сериала, в котором вы услышите всю известную информацию, а также предпосылки касаемо его выхода. Советую вам его глянуть. Но если вы считаете, что Кансубёк все-таки могли спасти, то напишите свою точку зрения в комментариях под этим видео. Мне и другим зрителям канала будет очень интересно посмотреть на ваши предположения. Также я хочу сделать видео, посвященное всем остальным теориям данного сериала, так сказать, уместить их все в один ролик. Как вы считаете, будет ли это интересно? И если у вас есть какие-нибудь теории, то пишите в комментарии под этим видео, и самые интересные попадут в следующее видео. Не забудьте подписаться на канал, ведь я ради вас очень стараюсь, поставить лайк и написать комментарий для продвижения этого видео. Ну а вы были на канале Лайера, а у Мария, друзья.